Вот и здравствуй, новый день. Здравствуй, утренний город. Здравствуй, сонное море. Ничего не изменилось за последние сутки. Впрочем, как и за последнюю неделю, месяц и год. И это хорошо, потому что одно из главных условий счастливой жизни – это стабильность. Стабильность, когда ты знаешь, что у тебя есть над головой крыша, есть постоянное рабочее место, есть любимый город и любимое море. И у меня все это есть. Есть мой стол в редакции и работа корректора. Работа мне в принципе нравится. Мой шеф, Михаил Викторович, замечательный, талантливый человек, очень тонкой душевной организации. Часто это мешает ему сосредоточиться на каких-то рабочих и бытовых моментах, и я ему помогаю писать репортажи. И это здорово, что я могу ему помочь, потому что он такой. Светлана, зайдите ко мне. Михаил Викторович, вы меня вызывали? Да, проходите, Светлана, присаживайтесь. Вы знаете, я вчера был в театре. Правда? Я бы с удовольствием сходила. Да? Ну вот и сходите. Я вчера имел удовольствие любоваться удивительной женщиной. Вы ничего не слышали об Анне Фатеевой? Нет, не слышала. Это актриса? Нет, это танцовщица. Вы знаете, я был заворожен ее движениями. А какая женщина! Мы должны сделать о ней репортаж. Делайте. Зачем тогда позвали меня? Ну как, зачем, Светочка? Потому что вы должны мне помочь. Ведь такая женщина, как Анна, недостойна банальных ухаживаний. Соберите о ней информацию. Вы знаете о ее предпочтениях. Словом, найдите путь к ее сердцу. Вы знаете, я никогда не испытывал подобных чувств. И мне даже кажется, что я влюбился. Я не буду этого делать. В таком случае, Светлана, мы с вами рискуем запороть выход нашего нового номера журнала. Ведь пустой осталась рубрика «Таланты». Не знаю, стоит ли вам напоминать, Светлана, на ком держится весь информационный отдел, но все же напомню. Он держится на мне. Вы не знаете нашего директора. А это страшный человек. Одному только Богу известно, как мне приходится порой находить с ним общий язык. Завтра мы с вами запорим выход нашего журнала. Послезавтра я здесь уже работать не буду. А еще через сутки работу уже пойдете искать вы, Светлана, и ваши коллеги. Ну, Светочка, я же совсем не прошу вас знакомить меня с этой Анной. Я лишь пытаюсь сохранить выход нашего нового журнала и сохранить вас на рабочем месте. Света, вводите мое положение. Мне каждый день приходится держать оборону. И все это ради вас. В такой обстановке я не могу работать творчески. А я человек творческий. Мне необходимо душевное равновесие. А я должен заниматься какими-то производственными вопросами. А вы совсем не хотите мне помочь. Вы же единственная и самая главная опора в моей жизни. Ну хорошо.
Yes! Ну вот и что? Что в ней хорошего? Ну, юбка короткая. В вашем возрасте, Михаил Викторович, пора обращать внимание на духовную красоту, на внутренний мир человека, а не пялиться, как мальчишка, на женские ноги. У меня иногда складывается впечатление, что вы смотрите сквозь меня. Но терять работу я не намерена. Это в 30 лет человек способен к крутым переменам, а когда тебе за 40, поздно уже куда-то дергаться. Ну ничего, я соберу информацию. Я сделаю репортаж, но это будет такой репортаж, что вам, дорогой мой Михаил Викторович, больше не захочется любоваться ею даже на сцене. Алло, добрый день. Я могу поговорить с Анной Фатеевой? Да, здравствуйте. Хорошо. Часиков 7 вас устроит? Да, часиков 7 хорошо. А где? Где? Добрый вечер, Анна. Добрый вечер. Честно говоря, немного шокирована. Почему такое странное место? Почему странное? По-моему, очень хорошее и уютное место. Вам понравится, если вы не были здесь раньше. Я так понимаю, вы здесь часто бываете. По возможности. Основное время занимает репетиции, тренировки, спектакли. Но как только появляется свободная минутка, прихожу сюда расслабиться. У меня сейчас небольшой перерыв в гастролях, и поэтому я здесь. Да-да. Если вы не возражаете, я задам вам пару вопросов о вашем творчестве. С удовольствием. Как дела? А у тебя Галочка, привет! Добрый вечер. Ой, Витенька, здравствуй. Где ты так долго пропадал? Да немножко на работе был завал, но сейчас уже все в порядке. А это кто, милая дама? Я вас тут раньше не видел. А это Светлана, журналист. Пишет обо мне репортаж. Очень интересно. Меня зовут Витя. Светлана, а в каком издательстве вы работаете, если не секрет? Одесский оборот. Если вы о чем-то это говорите. Конечно, конечно. И что, вы журналист? Да, журналист. И давно вы работаете? Давно. У вас еще много ко мне вопросов? У меня мало времени. Я не смею вас задерживать. И не буду. Надеюсь, мы с вами встретимся тогда, когда у вас будет больше времени. И в другой обстановке. Вы знаете, я сомневаюсь, что мы с вами еще раз здесь встретимся. Так же, как и в том, что нам есть с вами о чем разговаривать. Это ужасное место. Здесь этот грохот, этот шум. Вы не любите музыку? Музыку? Я люблю нормальную музыку, а не вот это вот все. А что вы подразумеваете под нормальной музыкой? Я люблю оперную классику. Мне импонирует творчество Анны. Я здесь только за тем, чтобы взять у нее интервью и как можно быстрее исчезнуть отсюда. Вы знаете, я тогда вас очень попрошу. Подождите еще буквально 10 минут.
Так вот ты какая, Анечка, Анютка. Вот так неожиданно сама подкинула мне идею для репортажа. Никакая ты не белая, не пушистая. Явно в этом клубе твоя истинная сущность. Ведь там, где рок-н-ролл, там и секс, и наркотики. А может, кое-что еще похуже. А этот подозрительный тип? В каком издательстве, как давно работаете? Какое твое дело, а тебе писать никто не собирается. Ты всего лишь один из этого сборища неудачников. Вот теперь-то я точно знаю, о чем будет этот репортаж. Теперь, дорогой мой Михаил Викторович, ты увидишь, что людей оценивать нужно не по красивой одежке. Доброе утро, Светлана. Доброе утро. Есть какие-нибудь новости? Обычная барышня. Ничего из себя не представляющая. Да. Ну, я буду. Буду стараться делать из нее героиню. Ну, вот и делайте. Куда ведут меня твои провода? Трамвайные уводят пути, с вокзалов убегут поезда. И я ждал, я знал, и чуть было не опоздал. Пусть грянет гром и будет гроза, я кое-что уже осознал. Еще одна поправка на жизнь, еще одна попытка найтись. Я помню, что я где-то читал, что только так мы можем спастись. И день, и ночь, и завтра все будет точь-в-точь. Вот только лишь когда я проснусь, ты скажешь, что не сможешь помочь. Союз, оплот, я выдумаю новый аккорд. Я сделаю из коды припев, перенесу его на забор. И еще одна поправка на жизнь, еще одна попытка найтись. Я помню, что я где-то читал, что только так мы можем спастись. Дождь, пускай, меня ты только не отпускай. Я выдумал для нас имена, ты будешь Герда, я буду Каем. И еще одна поправка на жизнь, еще одна попытка найтись. Я помню, Кастанеда писал, что только так мы можем спастись. Приходи к нам завтра в клуб, я тебя с нашими ребятами познакомлю, они классные. У меня завтра день рождения. Светлана, зайдите ко мне. Светлана,
Что с репортажем? Я только что был у директора, он читал меня как школьника. Нет, я так не могу, я сам уволюсь. Михаил Викторович. Что, Михаил Викторович? Он сказал, если я не предоставлю ему материал к концу недели, он будет уже рассматривать на мою должность другую кандидатуру. Фух. Нет, я так не могу. Как это может доводить человека до нервного истощения, потому что требовать какие-то репортажи? Михаил Викторович. Это... Что, Михаил Викторович? Опять Михаил Викторович? Это уже выше моих сил. Так, я здесь больше не могу находиться. Я ухожу отсюда. И не звоните мне сегодня! Что смотрите? Работать! Алло, привет. Ну где же ты? Мы же тебя ждем. Как зачем? А день рождения? Когда с утра я неопрятен, не брит, когда внутри меня шипит динамит, пойду туда, где каждый мне рад. 2 по 100 и 1,50. Пусть олигархи сверху падают вниз, а я в порядке, мне и так зашибись. И в стужу лютую на сердце Багдад. 2 по 100 и 1,50. В который раз я искушаю судьбу, в который раз меня срывает резьбу. Друзья проспятся, похмелятся, празднят. 2 по 100 и 1,50. Парни всей огромной земли у барной стойки бы собраться смогли. Солдат навеки закопай автомат. 2 по 100 и 1,50. Классная песня. У автора, наверное, были проблемы с алкоголем. Были немного. Никак диплом не мог получить. Какой диплом? Доктора наук. У него диссертация была докторская. Социологические исследования установок на употребление алкоголя. Так ему после защиты никак не могли выписать диплом. То секретарь в отпуске, то бланки закончились. Так он что, доктор наук? Да, социологических. А вот Вова технических. Он в свое время нам всю аппаратуру собственноручно собирал. С аппаратурой раньше были проблемы. Дефицит большой. Вот он ее и собирал своими руками. А вот Юра, вон они у барной стойки. Из командировок аппаратуру привозил. Его часто отправляли. Он ведущим специалистом в области ядерной физики был. А чем он сейчас занимается? А сейчас он хозяин СТО, и у него свой автосалон. Ядерная физика сейчас никому не нужна. Получается, все музыканты живут двойной жизнью? Ну, я бы сказал, 2 жизнями. На сцене он простой гитарист, а в миру доктор наук? Конечно, музыка сама по себе удовольствие не дешевое. И ради этого приходится много работать. Иначе удовольствие будет краткосрочным. А музыка вечна, и она не дает нам состариться. То есть рецепт вечной молодости? Ну такое. А вы
Вы тоже какой-нибудь доктор наук? Или, может быть, тайный магнат? Может быть, пора уже перейти на «ты»? А давай. Ну расскажите же мне, с чего все начиналось? В 80-м году Сережа Роговец, мы учились в одном институте водном, познакомил меня с Игорем Гринкевичем. Это начало была группа «Иллюзион». Там был Сережа Роговец, Игорь Гринкевич и я. Мы выступали по школам, институтам. На барабанах был Виталик Тончуковский. Посмотрели на Виталика. И все посмотрели на Виталика, да. Я подозревал, что в городе существует, не мы же не играли. Группы какие-то, они развивались сами по себе и выступали, но мы как-то не пересекались. А в 86 году я уже ушел, забрал звание «Иллюзион». Остался Игорь, Славик Рачинский, Виталик, и они стали называться «Бастион». А у меня уже был проект «Скорая помощь». И вот с этим проектом мы сдавали программу с Сережей Кистеровым, группа «Кратер». Прошу любить и жаловать. Если говорить честно, то надо сказать такую вещь. С 1977 года я взял гитару в руки, хотя с 6 лет занимался музыкой. Если вы спрашиваете, как все началось. Как началось рок-движение. Это были такие вот команды, которые просто хотели играть музыку. Но рок-н-роллом это назвать нельзя. Во-первых, это все тогда еще было запрещено. К 85-му, к 86-му году многие играли, многие что-то делали. Да. Кто-то на танцах, кто-то в ресторанах, кто-то свадьбы играл, по деревням, как угодно. Мы все время где-то что-то играли. Но рок-н-роллом мы это не называли. Потом нас разнесла судьба в разные стороны. Меня, в частности, жизнь унесла в Грузию. И тут приходит к власти Горбачев и дает добро на рок-н-ролл. И мы все разворачиваемся и по своим городам, кто в Москву, кто в Одессу, рванули играть рок-н-ролл. Теперь уже это было можно спокойно делать. И вот когда из Грузии я вернулся летом 86-го года в Одессу, здесь уже полностью был основан, собственно, рок-клуб. Он еще не был поставлен грамотно концертами и действиями, но уже какие-то концерты проходили, на Дзержинкино знаменитый. И решили восстановить «Кратер». И вот когда восстановили «Кратер» и уже влились во всю плеяду, эту команду рок-клуба, тогда мы все стали вместе. А я расскажу, как это все началось для меня лично. В 1984 году, в 1984, я поступил в Одесский институт инженеров морского флота. Он же водный, про который рассказывал Вова. И там я познакомился с Игорем Гринкевичем. Я вообще был жутким попером. Я обожал регги, Альбан и Ромина Пауэр, Челентано, какая рок-музыка, мне вообще было неинтересно. Все произошло практически в один день, я бы даже сказал, в 3 волшебных часа. Ганя затащил меня обманом на концерт автографа во Дворец спорта. Это было страшно интересно. Это было лазерное шоу, то, что сейчас вообще это норма, да? Тогда это было диковинка страшная. Дым это была страшная диковинка. 1984 год, я туда заходил попером, вышел я оттуда уже, естественно, ярым рокером, вот откровенным. Потому что все, автограф перевернул
в моем воображении полностью музыкальный мир. В 85-м меня в армию провожал весь коллектив бастионовский, тогда уже бастионов. В 87-м я вернулся, мы сразу же вошли в музыкальный ритм. Я из армии привез 2 киевлянина, 2 музыканта. И мы сделали свою группу, которая называлась «Простые вещи». И уже в общей тусне уже покоряли одесскую аудиторию своей рок-музыкой. Все очень здорово было и очень, с одной стороны, легко и приятно, и с другой стороны, очень сложно. Ну, у нас это было где-то так. Ну так кто же все-таки был ваш этот Ганя? Расскажите. Ганя был вообще великий человек. И это мы и тогда знали, и сейчас об этом тоже многие знают. Он от рождения и всегда, и постоянно, и создавая свои песни, был уверен, что любовь существует. Не просто существует, а на ней все построено, благодаря ней все происходит, и она все способна пронести дальше в действии и к будущему. Музыкой начали заниматься лет 16-15. Решили собраться. Ганя говорит, давай сколотим группу, поиграем. Взяли простые акустические гитары. Я там пытался на каких-то книжках, там, кастрюльках, там, тарабане, крышках под кастрюлями старела. Потом, конечно, со временем это переросло уже. Но в такое увлечение Игорь стал уже песни какие-то потихоньку свои придумывать. Мы пытались играть свою музыку, его песни. Это уже были 70-е годы, это было начало 80-х. Так с этого все началось. Потом одесский рок-клуб. И пошли концерты, выступления, фестивали. У меня украли гитару, и один раз я пришел на концерт Бастиона и попросил у него его гитару поиграть. Оказывается, очень был отзывчивый, добрый человек. Меня он мало знал и разрешил в то время, чтобы кто-то дал в руки гитару поиграть. Это надо было заслужить. Да, я принесу свою я гитару, мне не написал как раз песню про этот случай, там есть слова, что Игорь гитарой и песней делился со своими друзьями, в общем. Ты был не похож на тех, кто с тобой, и песни твои все пели толпой. Ты был бастиона, недоступный герой, и те, кто был рядом, гордились тобой. Я поднимаю тост за тех, кто был так прост, за тех, кто не похож был на других, за тех, кто в каждый миг становится героем, не замечая это за собой, за тех, кто в каждый миг становится героем, не замечая это за собой. И ты не задрожь со спокойной душой, гитарой и песней делился порой. И снова на сцену ты шел словно в бой, и все, кто был рядом, пели вместе с тобой. Я поднимаю тост за тех, кто был так прост, за тех, кто не похож был на других, за тех, кто в каждый миг становится героем, не замечая это за собой, за тех, кто в каждый миг становится героем, не замечая это за собой.
кто был так прост, за тех, кто не похож был на других, за тех, кто в каждый миг становится герой, не замечая это за собой. Спасибо. И снова здравствуй, новый день. Почему-то ты совсем не похож на вчерашний. И город другой совсем, и море. Они ведь каждый день меняются. Просто я этого не замечала. Вернее, не хотела замечать. Я закрылась в мире собственных стереотипов, прикрываясь вывеской стабильности, которая на самом деле была всего лишь страхом перемен. И что я имею на сегодняшний день? Люди, которых принято считать наркоманами и неудачниками, оказались успешными и самодостаточными личностями. А я? Я пишу неплохие статьи, которые выходят под чужим именем. Мой шеф, ради которого я так стараюсь, использует ли меня, чтобы выслужиться перед собственным начальством. Я боюсь потерять работу корректора, хотя вполне могу претендовать на должность шеф-редактора или журналиста. Чем я хуже этих музыкантов? Ну чем?
Гениально. Просто гениально. Так, отправим шефу. Отправить. Так. Алло, Виктор Леонидович? Получили? Ну, как вам репортажик? Отлично. А кто автор? Ну, Виктор Леонидович, ну обижаете. Ну неужели вы не узнали мой почерк? Мой, так сказать, индивидуальный стиль. О, если вы знали, что мне стоило собрать всю эту информацию. В таком случае вы заслуживаете вознаграждения. Благодарю вас. И я вам его гарантирую. Благодарю. Спасибо. Хорошо, хорошо. О, Светлана. Боже мой, Светочка. А что это с вами? Вас и не узнать. Подпишите, Михаил Викторович. Ну, что это? Заявление. Прошу уволить. Да вы что, Светочка? Я только что разговаривал с директором по поводу вашей статьи. Он в восторге. Вы, можно сказать, спасли честь нашего отдела. Подпишите мне заявление. Подождите, Светлана. Ну, я думаю, что после такого успеха вы заслуживаете наш совместный поход в театр. А я думаю, что мне уже давно пора покинуть этот театр. Ну, подождите, Светлана, ну какая вас муха сегодня укусила? Ну, не, я не буду подписывать этого заявления. В конце концов, ее не подпишет наш директор. Подпишет. И уволит. Но не ее. Тут какое-то недоразумение, вы понимаете? Я же тут сидел, составлял все отчеты, я занимался производством. Никогда не бойтесь в своей жизни перемен. И неважно, в каком возрасте они происходят. Ведь любые перемены всегда в итоге приведут только к лучшему. А главное, не забывайте слушать музыку, ведь именно она помогает нам сохранить вечную молодость души. Начал капать дождь, небо стало хмурым, город опустел, будто город умер. Потускнело все, то, что ярким было, словно краски дня, потоком вод размыло. Растаешь ты в капельках дождя, с тобой уйдут мечты, один останусь я. Тонкий силуэт, ой, зари растает, капли на щеках, летний дождь оставит. Коснулась ты ко мне, шепчешь, просыпайся. Если сон плохой приснился, ты с ним попрощайся. Солнце за окном, новый день приходит, и от грустных туч
Да это что такое? Здесь они фильм снимают, а я должна убирать. Кто здесь наркоманы, проститутки? Когда это все закончится? По Дерибасовской родной гуляю я степенно, смотрю я в лица и грущу, признаю откровенно. Зачем, скажите, нам нужны яманки и гавайи, когда у нас в Одессе есть нехожие попугаи? Старый добрый рокер, значит, был в Камбринусе топер, а ты дешевый трюк, смазливый попер. Смотришь за бугом,